прошлом выпуске я будто бы снова для себя открыл новую игру, решив зайти в нее спустя почти 5 лет, и она все так же радует меня, как и в первый раз, и это очень здорово, потому что в прошлый раз нам удалось совершить интересный полет на Луну и даже вернуться обратно. Да, не без ошибок, но все те, кто были до этих счастливчиков, погибли не зря, так что давайте перед началом ролика вместе почтим память минутой молчания. Ну, вообще-то зря погибли, потому что можно было отправить тот же ровер, который сделает всю работу за них. Поэтому на этот раз у нас планы очень даже грандиозные. Для начала я собрал довольно легкий и простой ровер для исследований, который можно посадить на любую твердую поверхность. Собственно, он и будет выполнять всю работу за огурцами. Но главный вопрос не в том, как посадить корабль с этим чудом, а в том, как сделать так, чтобы оно поехало после приземления. Я на минуточку напомню, что в игре космические корабли отнюдь не горизонтальные. Поэтому для приземления на планеты с атмосферой и без я сделал вот такой вот интересный модуль, а снизу прикрепил тот самый ровер. Ах да, забыл сказать про то, куда мы полетим на этот раз. В качестве пункта назначения советом в количестве одного человека было решено выбрать место под названием Дюна, то бишь Марс. Почему так? Да потому что в прошлом ролике я пытался сымитировать первое приземление человека на Луну, что в свою очередь очень даже исторично. Но это было давно, тогда почему бы и не попробовать что-либо из полетов нашего времени. Как раз сейчас Максим пробует отправить пачку туристов на Марс и даже вернуть обратно, но по прошлому ролику было ясно, что я за горе-инженер такой, и мне до Максима разве что только до красного. Поэтому ограничимся простым ровером, который, по моему мнению, хотя бы на 1% похож на марсоход Curiosity из НАСА. Но то, как я обычно собираю корабли, то скажу, что Масина НАСА. Поэтому предлагаю посмотреть наш план на этот ролик, а план таков. Мы взлетаем с планеты Земля и выходим на ее стабильную орбиту. Затем с орбиты Земли переходим на солнечную орбиту. Оттуда ловим момент, когда гравитация Марса начнет хоть немного допритягивать наш корабль. Там мы и будем оттормаживаться, тем самым перейдем на его стабильную орбиту с дальнейшей корректировкой. И в конце уже можно садить ровер на твердой поверхности и проводить исследования. На этот раз я не буду сильно показывать и рассказывать, как я строил и готовил корабль, поэтому лучше покажу просто свою сосиску. А свои сосиски можете покидать на мой Discord сервер, да и вообще я иногда играю в эту игру на стримах на Твиче, поэтому приходите, буду рад. И для начала я открываю карту Солнечной системы и выбираю цель и замечаю, что планета далеко расположена от нашей, а это значит, что придется промотать хотя бы до дня, а там посмотрим, что делать дальше. Вообще есть какой-то научный термин, в котором говорится о том, в каком положении должны быть планеты относительно друг друга, если мы хотим успешно пролететь на планету, при этом потратить минимальное количество топлива, нежели если делать это наобум, но я не помню. В общем, перед запуском переключаю вот эту вот штуку и начинаю взлетать. На удивление, на этот раз ракету не приходится контролировать, она идет очень плавно. И уже на 25-м километре от поверхности сбрасываю твердотопливные ускорители, отрываюсь от них немного и начинаю корректировать направление. Набрав нужную высоту в апогее, устанавливаю маневр на корректировку орбиты и ее произвожу. Самая сложная часть позади. Наконец можно раскрыть солнечные панели, а то путь-то не близкий, заодно и раскрою капсулу, лишним не будет. Вот теперь можно просто ждать, пока Земля будет находиться под определенным углом для успешного полета. Это, правда, смешно выглядит, особенно если смотреть, как периодически кончается электроэнергия, но все же. Такс, ну, вроде мы готовы, можно наращивать орбиту, тем более, что у меня еще от первой ступени осталось весьма неплохое количество топлива. Создаю точку маневра и начинаю ждать начала. Теперь включаем двигатели и после того, как в баках осталось совсем чуток топлива, решаю их отцепить. Ухля, чуть было не было. А пока проматывается время, можно увидеть постепенное отдаление корабля от планеты. Да, какая красота. И уже на космической карте пытаюсь создать маневр по сближению, но по каким-то причинам этого не происходит. Придется немного подзаморочиться. Теперь остается ждать около 200 дней до маневра. Вы представляете, насколько бы постарели огурцы за это время? На самом деле, наблюдая за реальными полетами того же Curiosity на Марс, который летел, если не ошибаюсь, около 2 или даже 3 лет на Марс, какое же огромное пространство в нашей космической вселенной. Если честно, у меня от этой информации буквально вскипают мозги. В общем, в предыдущем ролике я спрашивал про книгу про космос, и на удивление ее нашли очень даже быстро. Называется она «Космонавтика сегодня и завтра». Спасибо этому комменту.
Так вот, про просторы вселенной. Находил я как-то одну книгу тоже про космос, сюжет значит был таков. Планета Земля была засрана настолько, что пришлось людям построить такой корабль, который мог бы лететь бесконечно в космосе, ища при этом новую планету для колонизации. А внутри корабля обеспечивалась экосистема, благодаря чему люди могли в нем ходить в пятерочку за пивом по акции и размножаться без проблем. Но с каждым годом найти подходящую планету не удавалось, и корабль все так же продолжал бороздить просторы вселенной. В какой-то момент люди, живущие на нем, с каждым поколением просто забыли грамматику, науку и медицину. В общем, нехило так деградировали и превратились в первобытных братьев наших младших. К тому же, во время путешествия корабль попал под сильное воздействие радиации, она просачивалась в часть отсека. По итогу на корабле появилось две расы людей, которые враждовали между собой. На этом сюжет и разворачивается. Спойлерить не буду, можете сами найти в интернете. Книга называется «Пасынки вселенной» от Роберта Ханлайна. Очень интересная, советую почитать. А тем временем наш звездолет приближается к Марсу, а это значит, что пора оттормозиться двигателями для создания стабильной орбиты. Тут на кадрах можно наблюдать, как я пытаюсь найти планету и посмотреть на нее, но безуспешно. Поэтому решаю долететь до перигея, то есть до нижней точки орбиты, и там произвести корректировку, чтобы орбиту сделать более красивой. Ё-моё, выглядит это весьма эпично, мое почтение. Тут я понимаю, что орбита у нас не проходит по экватору, поэтому немного расстроился. Но это даже лучше, потому что я решил приземлиться между двух биомов, около полярной шапки и красными песками. Тогда там мы сможем провести исследования дважды, а если еще и собрать науку с орбиты, то тогда и вовсе убьем 3 зайцев одновременно. Считай, Марс исследован полностью. Но моя орбита не совсем идеальная, так что придется потратить еще немного остаточного топлива для корректировки и для успешного приземления. Потихоньку начинаем входить в атмосферу, ставлю направление ракеты против движения, а затем складываю солнечные панели с антенной, чтобы их не оторвало сопротивление воздуха. Но тут есть небольшая проблема. Из-за этого у нас ограниченное управление зондом, так как связи с ним нет. Тут нужна будет ювелирная работа. После начинаю входить в плотные слои атмосферы, и в результате этого наблюдаю, как горит плазма. Входим, кстати, мы под не очень удобным углом, а это значит, что нужно будет дополнительно тормозиться. Благо топлива для этого у меня хватает. Включаю двигатели на максимум ближе к 5 километрам от поверхности и после отбрасываю еще одну ступень. А теперь главная фишка посадочного модуля — это его огромное количество тормозных парашютов. Они сбрасывают скорость ровера аж до 10 метров в секунду. После них раскрывается основной парашют, и теперь уже можно спокойно ждать приземления, поэтому заранее дополнительно раскрою шасси. И тут что-то я поторопился с их раскрытием аж на 3 километров от поверхности, поэтому приходится немного еще промотать время. Уже в конце посадки вспоминаю, что я до этого сложил антенну и думал сейчас как поцелую землю матушку, но быстро успеваю раскрыть одну из них на ровере и уже посадочным модулем дополнительно затормаживаю двигателями до 2 метров в секунду. Это была, как по мне, самая мягкая посадка в моей жизни, за исключением посадки на диван с пивом после работы. Поэтому теперь можно отсоединить ровер от посадочного модуля, раскрыть антенну и аккуратно сдать назад, чтобы ее не поломать. Раскрываю резервные солнечные панели и начинаю собирать науку. Можно заметить, что исследования неплохо так высасывают энергию, поэтому потребуется некоторое количество времени для зарядки ровера. Одна из особенностей данного ровера заключается в том, что помимо обычных солнечных панелей, которые облеплены по всему роверу, есть еще и дополнительные, расположенные сверху для быстрой зарядки, но они не складываются. Если представить, что мы разогнались достаточно быстро и пару раз перевернулись, то тогда они поломаются. На этот случай я заготовил резервные складываемые панели, и лишним это не будет. А еще на ровер установил 4 места на тот случай, если придется отправлять космонавтов на Марс, то тогда их там будет ждать Кадиллак у входа на красной дорожке. В конце сбора анализа биома Средиземья решаю изучить еще и атмосферу, и у меня окончательно заканчивается электроэнергия. Придется снова немного подождать, пока ровер полностью зарядится. Предпринимаю вторую попытку, и вуаля, у меня получилось. Но перед тем, как отправиться на полярную шапку, лучше еще немножко подожду. А вот теперь предстоит долгий путь ровера. Для этого я складываю резервные солнечные панели и начинаю разгоняться в сторону Северного полюса по Геродину. Тут кажется, что они вот-вот близко, так как я их наблюдаю своими глазами, но как же я ошибался, потому что ехал до них аж 15 минут. Это почти половина записи полета для этого видео, но ничего.
ничего не поделаешь, заодно можем проверить максимальную скорость, главное не разбиться. Постепенно можно увидеть, как красный песок смешивается со льдом и превращается в серый цвет, а после и вовсе заезжаем на ослепительно белый снег. Чуть позже прибор, показывающий биом Средиземья, сменяется на Северный полюс. Вот теперь можно остановиться и снова раскрывать панели. Проводить науку, подождать, пока ровер снова разрядится, снова зарядится и так далее, то есть доисследовать Марс. Все, что здесь можно было изучить, я уже изучил, и делать тут больше нечего, а жаль. Хотя мне говорили о том, что тут есть некие пасхалки, и чтобы их найти, придется неплохо так подзаморочиться и выпустить несколько спутников на орбиту, чтобы создать локальную сеть, а оттуда уже найти пасхалку и установить на нее метку. Но делать этого, конечно же, я не буду. А теперь после этого я, пожалуй, пойду посмотрю новые снимки с поверхности Марса на просторах интернета. А если тебе понравилось это видео, то, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на канал. Ну и как всегда, до скорых встреч!